Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Прежде чем вернуться в особняк, Дилан и Баран в последний раз бродят по улицам Мардина и собирают воспоминания. Дилан говорит, что в Мардине очень впечатляющая атмосфера, и с каждым разом она восхищается ею все больше. Баран хвалит Дилана, говоря: «Мой родной город прекрасен, но с тобой он еще красивее». Когда Дилан спрашивает, как прошла встреча, он отвечает, что с Бараном Тарыком нам не сойти с рук, решение будет принято в парламенте. Когда Дилан говорит: «Если хочешь, мы можем вернуться в отель и немного отдохнуть», Баран не хочет идти и говорит: «Давай проведем время в путешествии, ты мой лучший подарок». Пока дамы Хаджера пьют кофе, они слушают Тарика и спрашивают его, как он сюда попал. «Госпожа Хаджер, вы приняли правильное решение, вы несли племя. Когда Барана не было рядом, я разговаривал с женщинами, они все на нашей стороне, они также поговорят со своими мужьями, Баран ничего не сможет сделать, когда племя находится на вашей стороне». Тарик Баран говорит, что отныне он ничего не сможет мне сделать. На этот раз госпожа Азади готовит суп для Хасана своими руками, и когда Тугба приносит смесь, которую она заказала для Хасана, она добавляет немного ее в суп, желая, чтобы Хасан выздоровел. Когда Дилан и Беран собираются выйти из комнаты, кто-то приходит и приносит Берану письмо. Кто-то из племени пишет, что в племени все плохо, и теперь даже рабочие не могут получить зарплату. Беран очень злится, когда читает это письмо. Баран тут же звонит господину Кудрету и сообщает, что в отель пришло анонимное письмо, проверьте, правда ли здесь написанное. Затем они покидают отель. Звонок в дверь, и когда Беран и Дилан входят в особняк, госпожа Азади с волнением подбегает к двери, приветствует их и обнимает. Мисс Азади оборачивается и обнимает Дилана, и они вместе идут в комнату, и Дилан говорит о Мардине. Когда Акиф узнает, что происходят незаконные вещи, и рассказывает об этом Барану, Баран злится и задается вопросом, как Тарик мог такое допустить. Когда господин Кудрет говорит: «Может быть, он не знает об этом, сын мой», Беран говорит: «Давайте посмотрим, знает он об этом или нет». Пока Чинар спит, Дилан и Баран сидят у его кровати и наблюдают за ним. Как только Чинар просыпается, он очень рад их видеть и сразу же обнимает. Когда Баран приходит в кабинет и спрашивает Тарика, слышал ли он, что сделал Нихат, он спрашивает, что сделал Тарик. Он говорит, что Баран занимался незаконной деятельностью, и, что еще хуже, он также вовлекал в эту деятельность молодежь племени. Когда Тарик встал и заговорил со мной, обратите внимание на тон его голоса: «Баран, в конце концов, я владыка этого племени», — сказал я. Быть Баран-Агой требует от вас следовать потребностям и недостаткам племени. Он говорит, что, будучи Агой, вы не можете позволить себе роскошь совершать ошибки. Чтобы подчеркнуть, что на ужине была толпа, Джейда говорит: «Наконец-то моя очередь». Госпожа Азади — это не просто каменная стена, она молится о том, чтобы наше единство и солидарность длились вечно. Госпожа Азади приготовила все на столе своими руками, потому что пришли Беран и Дилан. Когда Баран Чинар спрашивает, где он, мы купили ему подарок, Джейда говорит: «Зачем ты потрудился поужинать в его комнате, слава богу, у моего сына есть все». Когда Дилан сказал, что мы не заморачиваемся, подарок не требует никакой необходимости, мы просто хотим, чтобы он был счастлив, вмешалась госпожа Хаджер, сказала спасибо и закрыла тему. Когда госпожа Азади спрашивает, как прошел Мардин и удалось ли вам во всем разобраться, Беран отвечает: «Надеюсь, во всем разберутся». Пока госпожа Хаджер готовила специальное меню для совета племени и давала Гэже Хасибе диктовки, госпожа Азади спросила, нужна ли ей помощь, госпожа Хаджер ответила: «Мы решили эту проблему». Играя в тесто с Чинаром Берфином, он включает в игру Акифа. Когда Чинар предлагает Дилану: «Смотри, мы приготовили рыбку, давай поиграй с нами», Дилан соглашается, но отдает пакет, чтобы он первым мог открыть подарок. Когда Чинар спрашивает, что это такое, Дилан говорит, что Баран и твой дядя пообещали тебе, что мы купили это. Чинар немедленно открывает упаковку и достает комплект одежды, такой же, как у Барана. Когда Чинар спрашивает, не из-за ли это моего дяди Барана, Дилан отвечает, что да, это то же самое.
Когда он сразу же надевает жилет и спрашивает, похож ли он на моего дядю Барана, госпожа Азади говорит, что ты выпал из его носа. Когда Чинар спрашивает Тарика, «Папа, оно выглядит хорошо», Тарик отвечает, «Очень хорошо, сынок, выглядит хорошо». Он поворачивается к Дилану и говорит, «Большое спасибо, ты взял на себя труд». Дилан спрашивает, «Пожалуйста, что вы имеете в виду?» Видя, что Чинар счастлив, мы тоже счастливы. Пока Дилан готовится ко сну, Бэрон смотрит на компьютер в поисках работы. Когда Дилан с трудом пытается открыть свое ожерелье, Бэрон замечает это, откладывает компьютер в сторону, подходит к Дилану и говорит, «Оставь его мне». Тем временем они становятся очень близки. «Я потерялась во тьме, ты нашел меня, ты дал мне место в своем сердце и сделал меня самым счастливым человеком на свете», они говорят спасибо и ласкают лица друг друга. Бэрон просыпается и ласкает лицо Дилана. Совет племени соберется сегодня, и неясно, что произойдет. На вопрос, как вы можете быть таким спокойным, Баран говорит, не думайте об этих вещах, племя поступит правильно и встанет с постели. Пока госпожа Хасиби усердно работает с Тугбой на кухне, госпожа Хаджер приходит и критикует их за все. Когда госпожа Азади приходит на кухню и смотрит на еду, она спрашивает Гэжу Хасиби, готовит ли она это на вечер. Госпожа Хасиби говорит, «Мой хозяин просил об этом, миледи». Госпожа Хаджер спросила, что случилось, вам не понравилось. Госпожа Азади, неважно, нравится ли мне это, у нас есть обычай, вы будете готовить самые тяжелые блюда и готовить шербет для леди Аги. И когда ты уедешь, ты купишь самые дорогие часы и подаришь их. Я говорю это не потому, что это вредно для тебя, но когда дама принимает даму, она делает это правильно, это у нас обычай. Говорит, что требует. Госпожа Хаджер, хорошо, мы можем это сделать, баран уже был готов. Позвоните Хасибе, пусть зарежут барана, дадут мясу отдохнуть и приготовят подарки. Когда Тугба говорит, что вам следует подготовить ингредиенты для кибби, местное блюдо. Госпожа Азади уходит из кухни, желая удачи. Госпожа Хаджер очень злится и вымещает весь свой гнев на Гэже Хасибе. Кудрет Бей Акиф и Баран медленно начинают распутывать дела Тарика. Пока Дилан готовится, госпожа Азади приносит ему украшения и просит надеть их и позволить женщине из племени посмотреть, как они выглядят. Дилан говорит, что они очень красивые, спасибо вам большое. Затем она видит платье Дилана, и оно ей очень нравится. Когда Дилан говорит, что это подарок барана, госпожа Азади молится, «Машаллах, всегда будь такой, моя дочь, всегда люби, защищай и заботьтесь друг о друге», и уходит. Госпожа Азади приходит на кухню и советует Гэже Хасибе приготовить еще немного кебби, затем передает его Гэже Хаджер и говорит, «Дайте мне попробовать этот шербет, леди Ага». Когда он пробует его и понимает, что корицы нет, он говорит, что ее нет. Хотя госпожа Хаджер говорит, что корица для этого не подходит, госпожа Азади просит Гэжу Хасибе бросить палочки корицы в этот шербет и дать ему немного покипеть, затем идет к Гэже Хаджер и желает удачи. Сразу после этого госпожа Хаджер добавляет в шербет корицу, пробует его, и он ей нравится. Между тем, когда она видит, что госпожа Хасиби и Тугба смотрят на нее, она ругает ее, чтобы вы могли заняться своими делами. Пока Дилан одевается и наряжается, в комнату заходит Бэрон и осматривает Дилана с головы до ног, как будто тот был загипнотизирован. Он держит Дилана за руку и выражает свое восхищение, говоря, «Боже мой, какая это красота!» Леди Азади дарит Джейде и Берфину серьгу под названием Эль-Кари, уникальную для Мардина. Джейда немедленно идет к Гэже Хаджер, и на ее лице появляется недовольство. Берфин очень рад, благодарит его и немедленно надевает его. Когда Дилан подходит к ним, госпожа Хаджер и Джейда смотрят на него, а госпожа Берфин и Азади хвалят его. Они покидают Дилан Берфин, спрашивая ее, может ли она мне немного помочь. Когда госпожа Азади идет в свою комнату и говорит, что будет слушать до ужина, госпожа Хаджер спрашивает Джейду, почему ты не носила местную одежду Мардина, которую я тебе дала? Ты хозяин местной одежды Мардина. Дон. Не позорь меня и Тарика. Тарик же строго предупреждает людей, которых взял с собой, и говорит, что хочет, чтобы решение было на его стороне.
Когда Дилан выходит в сад рядом с Бараном, Баран смотрит на нее, и Дилан спрашивает, что случилось с моим нарядом. Баран говорит, что он такой красивый, что я не могу оторвать от тебя глаз. Когда Дилан говорит: «Не принимай это, пусть твои красивые глаза всегда видят меня», Баран говорит, что другой возможности в любом случае нет. В тот момент, когда Чинар приходит к ним в костюме, который они ему купили, Баран вспоминает, как Миран впервые надел костюм. Когда Чинар приходит к ним и спрашивает, хорошо ли это выглядит, они оба говорят, что оно выглядит очень хорошо. Пока Берфин задается вопросом, не слишком ли много макияжа у Дилана, и ему становится не по себе, Акиф видит ее и хочет подойти к ней, но вспоминает, что она не хочет говорить, и поворачивается назад. Поняв это, Берфин тоже расстраивается. Тугба рассказывает Акифу: «Я давно не видел Берфин такой, мы вместе ходили в среднюю школу, она внезапно исчезла и вернулась через 1,5 года, но от прежней Берфин не осталось и следа, она была стань замкнутой, спокойной девушкой». Приветствуя гостей, жители особняка проявляют к Дилану особый интерес и восхищение. Среди приходящих люди говорят: «Посмотрите на невесту Дилана и посмотрите на невесту Тарика». Они говорят между собой, что сердце Дилана так же прекрасно, как и она. Когда госпожа Хаджер ругает Джейду за слова «я говорила тебе носить эту одежду» и уходит, Джейда говорит ей, что она умрет и не будет носить эту одежду. В Баране они приветствуют его отца Кудрет-бея, Тарика, Акифа, Чинара и других господ. Когда Чинар на мгновение кашляет, Тарик и Баран паникуют. Господин Кудрет, когда те, кто приезжает в Баран, говорят, что есть что-то, они говорят, что есть Баран, есть отец, мы узнаем. Поскольку женщины знают, что Дилан очень помогает фонду в Мардине, они говорят ему: «Они забыли нас на 5 лет. Когда ты возьмешь на себя управление фондом? Ты нам очень нужен». Когда Дилан говорит: «Поверьте мне, я никогда не знал об этом, я немедленно позабочусь о них», они молятся за Дилана. Пока мы разговаривали на совете племени и говорили, наше решение более или менее ясно, не так ли, господа, раздается звонок в дверь, и кто-то входит с криком «Баран Коробей». Когда он стоит перед Бараном и говорит: «Как ты думаешь, что ты делаешь, Баран Ага?» Баран говорит: «Можно ли вот так войти в дом без разрешения?» Когда мужчина кричит: «Кто ты такой, чтобы помешать моей отправке?» и требует отчета, Баран не может больше этого терпеть и дает ему пощечину. Баран хватает Нихата за воротник и выгоняет его со словами: «Разве я не знаю, кто ты? Ты вовлекаешь молодежь племени в свою грязную работу. Отныне никто не будет иметь дела с этим человеком. Здесь и сейчас». В этот момент все наблюдают за происходящим с изумлением и восхищением позиции Барана. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.